Компания «Сармат» представляет мобильный расточно-наплавочный комплекс «Пионер РНК-2». Станок «Пионер РНК-2» предназначен для восстановления изношенных отверстий на месте нахождения техники. На базе одного станка можно производить как расточку, так и наплавку. «Пионер РНК-2» состоит из станка с двумя электроприводами, блока управления с пультом, расточной бор штанги, главной и задней опор, универсальные центровочные системы, резца расточного, твердосплавных пластин, наплавочной штанги, наплавочной головки, гусака, сопла и наконечников. «Пионер РНК-2» выполняет расточку внутреннего диаметра от 54 до 400 мм, рабочий ход станка 500 мм. Максимальное обрабатываемое расстояние между соосными отверстиями зависит от длины расточной бор штанги. Возможный диаметр наплавки варьируется от 30 до 400 мм. Рабочий ход станка в режиме наплавки 500 мм. При установке и работе соблюдайте технику безопасности. А теперь давайте познакомимся с процессом установки и работы комплекса. Весь процесс работы можно разбить на 3 этапа – центровка и установка опор, установка комплекса и запуск, рабочий процесс. Рассмотрим работу «Пионер РНК-2» на примере наплавки и расточки отверстий ковша экскаватора. Центровка может производиться двумя способами. Первый – с помощью конусов, в случае небольших отверстий и небольшой степени износа. Конусы устанавливаются в отверстия ремонтируемой детали с внутренней или внешней стороны. Через внутренние отверстия конусов проводится расточная борштанга. Конусы фиксируются стяжными кольцами на борштанге. Одно из 2 стяжных колец имеет 2 прижимных винта, которые фиксируют пару конусов для большей точности центровки. Теперь отверстия отцентрованы. Собираем главную опору. Крепежные лапки устанавливаем в главную опору с помощью винтов М12 и шайб. В лапки устанавливаем крепежные шпильки с помощью гаек М16. Затягиваем гайки. Устанавливаем главную опору на расточную борштангу и определяем место сварки крепежных шпилек. Фиксируем угол поворота крепежных лапок. Протягиваем все винты и гайки на главной опоре. Привариваем главную опору к поверхности ремонтируемой детали. Собираем заднюю опору. Крепежные лапки устанавливаем в заднюю опору с помощью винтов М12 и шайб. В лапки устанавливаем крепежные болты с помощью 2 гаек М16. Одна упорная, вторая стяжная. Затягиваем гайки. Устанавливаем заднюю опору на расточную борштангу. Определяем место сварки крепежных болтов. Фиксируем угол поворота крепежных лапок. Протягиваем все винты и гайки на задней опоре. Привариваем заднюю опору к поверхности ремонтируемой детали. После сварки главной и задней опор даем металлу остыть. Ослабляем стяжные кольца, убираем расточную борштангу и снимаем конусы. Устанавливаем борштангу обратно и проверяем качество центровки. При правильной центровке расточная борштанга должна перемещаться в опорах свободно, либо с небольшим сопротивлением. Установка опор завершена. Для высокоточной центровки или при высокой степени износа возможен альтернативный вариант центровки борштанги с помощью универсальной центровочной системы и штихмаса. Штихмас – это измерительное приспособление пружинного типа с изменяемой длиной. Штихмас состоит из подпружиненной измерительной головки с фиксатором и набором удлинителей, с помощью которых можно собрать штихмас нужной длины. При таком способе центровки необходимо приварить по краю отверстия ремонтируемой детали 3 металлических лапки под углом примерно 120 градусов относительно друг друга и закрепить в них регулировочные винты. Установить расточную борштангу в ремонтируемые отверстия, надеть на нее центровочные кольца и вставить кольца между концами винтов. С помощью любого измерительного прибора, например, глубиномера, штангенциркуля или нутромера с боковыми губками, необходимо произвести предварительную центровку. Далее в борштанге необходимо закрепить штихмас, собранный в нужный размер. Заводим штихмас в обрабатываемое отверстие и ослабляем подпружиненный шток. После того, как он уперся в поверхность, фиксируем положение штока. Вращая расточную борштангу, определяем отклонение от оси и производим регулировку за счет подачи того или иного регулировочного винта.
Центровка завершена при условии, что шток Штихмаса равноудален от каждой точки поверхности окружности. Центровка завершена. Процесс установки главной и задней опоры при центровке с помощью универсальной центровочной системы идентичен процессу установки, показанному ранее при центровке конусами, за исключением этапа демонтажа центровочной системы, при которой мы ослабляем регулировочные винты, убираем расточную борштангу и снимаем центровочные кольца, а затем демонтируем центровочные лапки и винты. Далее устанавливаем борштангу обратно и проверяем качество центровки. Переходим к процессу монтажа станка и запуска расточки. Выкручиваем два стяжных винта передней траверсы станка. Вкручиваем разжимной винт для установки станка на главную опору. Станок установлен. После этого выкручиваем разжимной винт и стягиваем траверсу на главной опоре двумя стяжными винтами. Затем устанавливаем на выходной вал редуктора соединительную втулку и фиксируем ее на борштанге, а также на выходном валу редуктора. Обратите внимание, что втулка надевается на редуктор сервомотора стороной с шлицевым пазом, а на штангу стороной с отверстием, через которое втулка фиксируется на борштанге болтом. Подключаем станцию управления к станку. Для этого подключаем два кабеля к приводу вращения сервомотору, а один кабель к приводу подачи шаговому двигателю. Подключаем пульт управления к станции. На пульте управления расположены следующие кнопки. Тумблер вращения отвечает за направление вращения. Вращающаяся кнопка «Скорость вращения» отвечает за количество оборотов расточной борштанги. Тумблер «Подача» отвечает за направление подачи. Вращающаяся кнопка «Скорость подачи» отвечает за скорость осевого перемещения. Тумблер «Сварка» — это включение и выключение сварки. Аварийная кнопка «Стоп» — это экстренная остановка станка. Станцию подключаем к сети 220 вольт с частотой 50 Гц. Переводим кулачковый переключатель в позицию «Включено», тем самым включая станцию. Загорается белая лампочка «Сеть». Затем нажимаем зеленую кнопку «Пуск. Готово». Переводим станцию в режим «Расточка». Обратите внимание, это этап черновой расточки, цель которого устранить эллипсность изношенного отверстия, то есть довести отверстие до состояния ровной окружности. Подбор инструмента. Державку с механическим креплением пластины при необходимости можно подрезать до нужной длины. В державку устанавливается твердосплавная пластина и фиксируется специальным ключом. Пластины бывают трех видов. Для черновой обработки радиус при вершине 0,8. Для получистовой обработки радиус при вершине 0,4. Для чистовой обработки радиус при вершине 0,2. Выбираем соответствующие этапу расточки пластины. Зная обрабатываемый диаметр, подбираем адаптер для увеличения вылета резца, либо устанавливаем державку непосредственно в отверстие борштанги. Подводим резец к обрабатываемой детали. Регулируем вылет резца с помощью глубиномера штангенциркуля. Задаем на пульте управления скорость и направление вращения расточной борштанги, а также скорость и направление подачи. Процесс расточки начался. Чтобы расточить отверстие до необходимого размера, может потребоваться несколько проходов. Каждый раз нужно понемногу увеличивать вылет резца. Следите, чтобы слой снимаемого металла не превышал 5 мм, чтобы пластина выдерживала нагрузку. Так как при расточке эллипса резец периодически будет врезаться в металл, а пластины не предназначены для ударных нагрузок. Отверстие расточено, когда оно доведено до состояния ровной окружности. Теперь производим демонтаж расточного оборудования, резца, соединительные муфты и расточной борштанги. Также отсоединяем кабели сервомотора, демонтируем редуктор и сам сервомотор, выкрутив 6 винтов. На место редуктора устанавливаем наплавочную головку и фиксируем ее. В главную опору устанавливаем переходную втулку для компенсации разницы диаметров расточной и наплавочной штанг. Пропускаем наплавочную штангу через наплавочную головку и главную опору. Отрегулировав вылет наплавочной штанги, фиксируем ее с помощью стяжной гайки. Подключаем кабель шагового двигателя к наплавочной головке. В наплавочную штангу монтируем шаровый адаптер, в который устанавливаем гусак без сопла и наконечника. Гусак выбираем в зависимости от диаметра. Подключаем наплавочную штангу к сварочному полуавтомату и к разъему на станции управления. Пропускаем сварочную проволоку через наплавочную штангу, пока проволока не выйдет из гусака.
Устанавливаем наконечник и сопло, которое можно предварительно обработать антипригарным спреем. Обрезаем лишнюю проволоку плоскогубцами или бокорезами. Регулируем угол гусака на расстояние от 4 до 6 мм от наплавляемой поверхности. Задаем необходимые настройки на сварочном полуавтомате, не забывая подключить массу и открыть вентиль газового баллона. Наплавку выполняем для восстановления изношенного слоя металла, который подвергся выработке с последующей его расточкой до размера ремонтной втулки либо пальца. Существует два режима наплавки – винтовая и обычная. Для выполнения винтовой наплавки переводим станцию управления в соответствующий режим. Задаем на пульте управления необходимую скорость от 6 до 8 мм в секунду и направление вращения наплавочной штанги. В этом режиме подача подстраивается автоматически под скорость вращения гусака. Нажимаем кнопку «Сварка». Для обычной наплавки переводим станцию управления в режим «Наплавка» и задаем на пульте управления необходимую скорость от 6 до 8 мм в секунду. Указываем направление вращения. Аналогично задаем направление и скорость для подачи. Нажимаем кнопку «Сварка». В процессе наплавки корректируем силу тока и подачу сварочной проволоки. Обратите внимание, наплавка производится по направлению к станку. Выполнив наплавку одного слоя, зачищаем поверхность металлической щеткой, либо кор-щеткой с помощью электродрели. При необходимости повторяем процедуру наплавки. После окончания наплавки необходимо расточить наплавленное отверстие. Демонтируем наплавочное оборудование и устанавливаем расточное. Демонтируем сопло и наконечник. Гусак, наплавочную штангу, наплавочную головку. Отсоединяем разъем наплавочной головки. Устанавливаем расточную бор-штангу, соединительную муфту, редуктор и сервомотор. Подключаем кабели сервомотора. После установки резца переводим станцию в режим «Расточка». Как произвести черновую расточку мы показывали ранее в этом видео. Перед чистовой расточкой измеряем полученный диаметр с помощью штихмаса. С учетом полученных измерений регулируем вылет резца с помощью магнитной стойки с индикатором часового типа, которую устанавливаем на металлическую поверхность и включаем магнит. Регулировка происходит за счет подачи резца. Смотрим на индикатор часового типа и получаем необходимое нам значение. Затем фиксируем державку и выполняем расточку. Чистовую расточку делаем твердосплавной чистовой пластиной с радиусом 0,2 с небольшой скоростью подачи и максимальной скоростью вращения штанги. Контрольный замер диаметра производим с помощью штихмаса или штангенрейсмаса, кронциркуля, нутромера. Демонтируйте оборудование в обратном порядке. Передние и задние опоры срезаются с ковша с помощью углошлифовальной машины. Места сварки зачищаются ей же. Вы успешно выполнили все необходимые операции. Поздравляем! Компания «Сармат» желает вам продуктивной работы.